Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что откроется? Что прояснится в октябре 2024 года? И помним, что жизнь не бывает полностью предсказуемой. Как раз осенний период, он богат на возврат, как и в отношениях, или людей из прошлого, или каких-то ситуаций. Мы как будто должны отстроить будущее, но перед этим разобраться, какие детали, какие нюансы, какие вопросы мы не закрыли в прошлом. И после этого налегке мы должны уже идти в будущее. Может быть, и люди возвращаются, которые прежде были важны для нас. Может быть, у кого-то была и личная, любовная история, которая, увы, закончилась ничем, и вы могли в чем-то поставить точку. А здесь возьми да человек объявится. Или какие-то события, дела, темы. Может быть, это касается вашей занятости. Они были важны, а потом вы могли сказать себе: нет, это не будет какого-то прогресса. Так вот, то, что мы думали, не может быть продолжено по какой-то причине, пространство Вселенной нам может вернуть. И мы зададим первый вопрос. Что вы вычеркнули, мои дорогие девы, возможно, из жизни? Оно вернется. В чем вы думали, что поставили точку, а оказалось запятая или многоточие? Оно как будто продолжается. Какая правда откроется? И что вам важно знать? Для чего вам это нужно? Что меняется? Какие перемены? И что изменяет вас или заставляет измениться? Знаки судьбы или подсказки высших сил? Для чего все это нужно? И какие возможности откроются? Когда закрывается одна дверь, неизбежно открывается вторая, но мы часто не замечаем ее, уставившись глазами в закрытую дверь. Карта совет. Как действовать? Итак, что же вы могли уже вычеркнуть? Король жезлов. Ну, кого-то может касаться вот такого харизматичного лидера, каких-то важных и ваших решений, безусловно. Может быть, и человек, буквально, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Кто знает, может быть, и по Луне. Тут ведь у каждого по-своему. Но это человек в таких энергиях, когда он вот лидер. Вот эти лидерские качества выражаются в том, что вот я что-то решил. Или человек дает кому-то советы. Вот, кстати, по этой карте может проходить, но сам не действует. Может быть, и правда у кого-то были, как и по работе. Все же жезлы – это дела, работа, бизнес, как и деньги. Были какие-то решения, когда да, я решил. Но как действовать было непонятно. И по некоторым вопросам вы пришли к выводу, что ну нет, я оставляю это дело, не вижу продолжения. Или у кого-то с личной жизнью совпадет, потому что, ну, как игра в одни ворота. И да, вот человек вроде обещает, говорит что-то, говорит красиво, но ничего не делает. Вот и так, мои дорогие, какая-то спорно непонятная ситуация, когда на словах все красиво, а по факту это вы какие-то действия предпринимаете, а со стороны людей, социума, может быть, или обратной связи нет. Вот такая может быть ситуация. В чем вы могли поставить точку, оказалось многоточие. Да, вы могли из-за того, что вы кому-то словно не верите, или тысячи неопределенностей какие-то есть, когда я рассчитывать могу только сам на себя или сама на себя. А от людей я, ну, как сижу в ожидании, что только и жди, что еще добавятся какие-то проблемы. Вот такое могло быть состояние, когда вы решили, ну, во что-то не ввязываться, словно уединиться, дистанцироваться, либо от конкретных персонажей, либо от какого-то дела, от какой-то темы. И то, что для нас означало некоторую дистанцию. Или мы поставили как будто точку, или мы были в позиции наблюдателя. Вот теперь для вас возвращается с новыми решениями. Как и человек пересмотрел свои какие-то прежние позиции, и, правда, нам может пространство, Вселенная вернуть людей из прошлого. Это может быть какой-то ваш проект, который тоже прежде вы не смогли реализовать.
но вы, скорее всего, где-то о нем не забыли. Вы продолжали весь прежний период отслеживать внешнюю ситуацию. И здесь к вам может пространство, Вселенная, судьба, назовите как угодно, вернуть с помощью какой-то возможности или информации, или пусть это будет как какая-то новость, случайно услышанное что-то. Давайте немножко раскроем, чего это может касаться или какой сферы жизни. Семьи, заработка, в целом благополучия. И я должна сказать, в октябре и как минимум до середины ноября будут важны, как в комплексе, 4 важных составляющих нашей жизни, как 4 вектора. Это первое. Вопросы конкретно дома. Вот где вы проживаете, вашего места безопасности, где вы находитесь. И у кого-то это может быть, я не могу здесь находиться. Меня смотрят люди из разных стран. Нет возможности. И я вынужден просто переезжать, может быть, куда-то далеко. И значит, мне нужно отстроить совершенно новую концепцию собственной жизни. Для кого-то это может быть ремонт, потому что вы хотите, вот не хотите вы видеть этот интерьер, и вы надумаете менять. Второй момент – деньги. Откуда приходят деньги сегодня и откуда они ко мне будут приходить завтра. Третий момент – личная жизнь, безусловно. И четвертый момент – это ваша работа, честолюбивые планы, ваше положение в социуме, ваш статус в социуме. И где-то десятка пентаклей, она тоже это все объединяет. Но по этой карте больше конкретики. Это, по сути, изобилие, процветание. Тут какие-то возможности к вам приходят, правда? Может быть, и совершенно неожиданно. Причем, знаете, может вернуться как и человек, так и может вернуться какая-то возможность, но альтернативным путем. Карта башня. То вы можете пересмотреть, кстати, собственную политику в отношении некоторых персоналей. Карта башня нам говорят о дереве, которое выглядело как, да, достаточно старое, но оно казалось надежным, которое будет стоять века, как старый дуб буквально, но он рушится от попадания молнии, потому что он действительно старый и уже трухлявый. Вы можете пересмотреть некоторые позиции. Именно то, что казалось надежным, теперь у нас рушится. Или то, что прежде было слажено, отлажено, или уже выстроено в какую-то последовательность событий, или в какой-то ваш план минимум, максимум. Теперь вы вынуждены корректировать именно потому, что мы думали о надежности, а оказалось как-то иначе. Или у вас есть возможность, если некоторые люди, персоны к вам возвращаются, изменить отношения. Может быть, прежде вы видели человека в одном, как свете, вы его представляли как-то по-своему, а теперь он откроется для вас с другой стороны. К вам, кстати, могут прийти на помощь даже те люди, которые вы на них не рассчитывали, потому что где-то вы сталкиваетесь с той ситуацией, которую вы не можете контролировать пока по аркану башня. Есть такое значение, как опасность. И вы вынуждены действовать в первую очередь на самосохранение. Поэтому вот кто рядом с вами в подобной ситуации, когда что-то приходит неожиданно. Но вот эти перемены, они совершенно необходимы. И это та возможность, когда сродни запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И мы чего-то не можем отложить на потом. Не должно быть иллюзий. Прощание с иллюзиями. Если в целом у каждого свои ведь планы. Так вот, карта башня, карта чаш. Это рушатся наши иллюзии. Но это необходимо, чтобы благополучие было отстроено в каком-то новом ключе, в более надежном фарватере. Да, по принцессе мечей спадает как чары наивности или доверчивости. Мы могли кому-то доверять или думать, что нам придет на помощь. Так вот, здесь может создаться ситуация, что вам приходят на помощь те, от кого вы ее не ожидали. Может быть и так. Или вы укрепитесь в том знании, что мне могут помочь только мои близкие или какой-то очень узкий круг. Есть те события, когда вас они заставляют быть, знаете, очень прагматичным, быть реалистом. И при этом где-то не очерстветь. Десятка пентаклей все же о доброте тоже эта карта. Благополучие – это когда у нас все в балансе.
И внутренний баланс имеется в виду, он должен оставаться присутствовать. Но есть внешне именно мои дорогие ситуации, когда вы должны с чем-то определиться. Вы не можете, ну, как бы позволить себе ошибиться, право на ошибку. Здесь какой-то момент вы должны использовать. И здесь не про иллюзии, здесь больше быть честным с самим собой. Да, нужно принять во внимание, это как бы вытоптанный сад, что был тот сад, или были какие-то, может быть, и отношения, или то, что не пошло в том ключе, как мы этого хотели. Есть то прошлое, которое мы не можем вернуть, но есть и то, что должно быть продолжено. Вы великие реалисты, но почему-то есть те вопросы, мои дорогие девы, которые себе напоминают. Но вот все же карты вас либо в сторону семьи, либо в сторону пары, в сторону личной жизни, в сторону отношений и все же денег. Вот личная жизнь, деньги, рыцарь чаш, это может быть для кого-то недавнее знакомство или тот человек, который вроде бы, ну, вы от него не ожидали, он может проявлять больше знаков внимания, дарить вам, делать комплименты, может быть, и подарки какие-то. По этой карте больше радости, больше вдохновения. И я вам, так вот, если в целом мы говорим, карта благополучия. Дальше у нас идет неизбежное, как рухнули иллюзии. Но вместе с иллюзиями пустые ожидания тоже рухнули. И на смену приходит карта радости. Это карта вдохновения, карта новых возможностей. Какую-то возможность, очень добро хорошую, вам никак нельзя, мои дорогие девы, упустить. Нечего мне добавить. И даже если как-то все идет или начинается как-то криво, не старайтесь все сразу расставить по местам. И рыцарь кубков, карта, которая говорит, ты пока не пытайся какой-то шаблон далекий выстроить. Сейчас это сделать невозможно. Вдохновись моментом буквально. Какая правда откроется? Карта праздника, карта новых возможностей, карта правильного взаимодействия. Когда сменить вот эту девятку жезлов на как раз открытость миру, на новые контакты. Новые контакты — это не значит, что мы всем доверяем, но вы можете менять окружение, в принципе. Какая правда откроется? Может быть, посредством той информации, которую вы слышите совершенно от других людей. Перед вами открываются новые возможности. В принципе, для вас, мои дорогие девы, возможности действительно будут там, где вы их и не ждете, что вам важно знать. Но все же какие-то более такие благотворные энергии, карта конфликта, карта ссоры. Так вот, не должно быть первой победы, не должно быть какого-то противостояния. Помните об этом, даже со сложными людьми для вас будет важно сохранять нейтралитет. Вот это первая карта праздника. Или когда у нас, в принципе, мы думаем, мыслим более позитивно. Вот такие энергии должны сменить вот эту пятерку мечей. Какой-то конфликт. Может быть, и есть, мои дорогие девы, с конкретными людьми или какой-то вопрос, когда для вас нужно установить перемирие. И это будет вам буквально помогать. Не должно быть каких-то недоброжелателей, а тот, который с нами не согласен. И он может не соглашаться по разным причинам, он может мыслить совершенно по-другому. И человеку невдомек, что вы ему хотите доказать. Поэтому карта говорит, ты тут ничего не доказывай. Лучше именно какое-то Соломоново решение принять. Потому что вполне вероятно, этот человек или эти люди, или какая-то тема, она еще повторится или будет продолжена. Поэтому для вас вот какой-то такой более приятный себе фарватер на будущее создать, в принципе, будет как раз и важно. Давайте мы еще спросим, да, тут карта новизны. Тут, конечно, не сглупить, потому что будет возможность именно нивелировать какой-то конфликт. Или, ну, уйти от каких-то недопониманий или сложных отношений. Выйти буквально из какого-то подвешенного, может быть, состояния. Ведь это, что важно знать. И в этой колоде мы признаем, что мы, да, в чем-то мы проиграли. Быть честным с самим собой. Но это необходимо признать, чтобы идти дальше. А дальше нулевой аркан — это всегда новые начинания. Что же это еще?
Это может быть как новая фаза отношений. И может быть, прежде мы не договорились, друг друга не поняли, даже поспорили или поругались. А здесь помириться. Конкретно, если про личную жизнь, мне нечего добавить, обновление отношений. А у кого-то, может быть, как недавний знакомый, будет проявлять больше знаков внимания. Но мы для этого должны, помните, для тех, кто один или одна, девятка жезлов – это карта обособленности. Поэтому будет очень важно принять решение и выйти или вывести себя самого из зоны ограничений, когда вы больше в позиции наблюдателя, нежели вы готовы к активным действиям. Нечего добавить. Карта любящих людей, вот конкретно. Есть возможность и правда со всеми договориться. Поменять вот эту принцессу мечей, наверное, на какие-то совершенно другие энергии, чтобы быть счастливым. Что же меняется? Давайте узнаем и откроем следующую карту. Карта заслуженного успеха. И нам показан человек, который толкает лодку, он должен отплыть от прежнего берега, где все безжизненно, ничего не может быть продолжено. Это может карта говорить, как прежние уже ваши действия, ты как будто уже сделал все, что мог. Или в конкретном месте ты уже прошел все возможные дистанции, и ты уже понял, что да, вот как прежде не будет. Мы должны идти вперед. И пусть где-то нас вот это будущее может пугать, но дорога вселит идущая. И поэтому эта карта мужества как раз идти вперед. И в конечном итоге будет успех. Но надеемся мы сами на себя, что меняется, как и пространство вокруг вас, так и вас оно действительно меняет, заставляет, быть более легким на подъем и даже действовать в тех вопросах, пусть осторожно, пусть с ожиданием, что в любой момент вокруг тоже что-то может поменяться, но это все равно какие-то первые шаги в совершенно новом направлении, потому что не может быть что-то в прошлом продолженное, как вот эта безжизненная земля. Ничего в прошлом не вырастет более прекрасного или процветающего, или прогрессивного. Мы вынуждены идти вперед, но успех уже обещается. И здесь два направления по королю чаш. Это личная жизнь и концепция, стратегия ваших финансов. Откуда придут деньги, или откуда они сегодня приходят, или, может быть, придется совместить как раз по королю чаш и проходит, когда мы объединяем разум и сердце. Мы не путаем наши эмоции и какую-то меркантильность или конкретно деньги, вопросы денег. Здесь и могут быть как отношения в прежние, которые, может быть, у кого-то был союз, брак, и было все хорошо, но было утрачено это взаимопонимание, и мы уже закрыли где-то в прошлое дверь в эти отношения. Здесь могут и люди вернуться, могут и ситуации вернуться, которые каким-то образом взаимосвязаны с людьми из прошлого. И тогда, нужно какую-то задачу вам решить. Вы более как налегке будете идти вот в будущем. Вам ничто не прилетит, как обратка из прошлого. Вот этот момент учтите. Все же, что меняется? Перемены начинаются, и они продолжаются. Но, я бы сказала, личной жизни уделить это точно внимание просто необходимо. Потому что по-настоящему себя мы можем чувствовать счастливыми, когда есть те люди, пусть их немного, пусть это один, пусть это два человека, но те, кто с нами смотрит в одном направлении и воспринимают нас такими, как мы есть, любят нас такими. Для кого-то из вас эта карта может обрисовывать ситуацию, когда в жизни ваших близких родственников или вашего супруга, вашего партнера тоже происходят изменения. Кто-то задумает переезд, это правда, может быть вместе. Или релокация офиса вас заставит переехать. Или, может быть, по части переезда какие-то внешние события вас заставляют не просто как самому меняться, а вообще что-то пересмотреть и одновременно организовать жизнь по-новому, адаптировать к меняющимся условиям. Что это может быть? Колесо фортуны.
По колесу фортуны возможно все. Принять во внимание, наверное, и колода называется «Колесо года», что в нашей жизни присутствует цикличность. И колесо, оно тоже сначала поднимается вверх, как фортуна, мы чувствуем себя на пике, а потом нужно понимать, что неизбежный будет спад. И в этот спад мы должны удерживать какие-то позиции. Этот прогресс, он тоже как бы идет циклично. И поэтому в чем-то сейчас начинается прогресс. Но он начинается не так, как вы это предполагали. И ведет словно могущественная невидимая сила. Обстоятельства на вас будут влиять, мои дорогие девы. И вам придется это учитывать, но у вас как раз что-то для себя сделать хорошее. Семерка жезлов в этой колоде, буквально карта наводнения, когда свое добро люди спасают. Поэтому вот я сказала, сохранять собственные позиции, себя или то, чего вы уже достигли. Не уделять внимания, какой-то многозадачности. Тут сначала сконцентрироваться на своих каких-то задачах будет ваша, как необходимость. Может быть, вот этот конфликт или какой-то выбор. Конфликт нивелировать, мы уже с вами об этом говорили. И, может быть, вот эти перспективы как раз и открываются после того, когда вы нейтрализуете какой-то конфликт. Или словно выйдете из этого конфликта. Может быть и так, давайте посмотрим. Выбор как будто нужно делать. И это ваша карта, пусть меня смотрят и мужчины. Мы смотрим энергетику. Это как раз та, которая умеет организовать свою жизнь. Королева Пентаклей. Даже в каком-то хаосе она умеет создать не просто порядок, а цветущий сад. И может быть, для кого-то из вас на новом месте проживания адаптироваться к новым условиям. И поверьте, у вас точно не просто успех будет, а будет еще и изобилие, и процветание. Какие-то ваши планы, личные, честолюбивые, будут сбываться. Но вот эта невидимая сила, назовите судьбой, она вас проводит еще через какой-то путь, когда не должно быть конфликтов раз, не должно быть каких-то злопыхателей тайных, то есть как-то нейтрализовать и постоянно удерживать ситуацию, когда я должен вот именно для самого себя в первую очередь какую-то свою, как миссию исполнить. Вот это будет важно. Ну и про личную жизнь мы не забываем. Знаки судьбы или подсказки высших сил. Здесь, как по правосудию, это всегда причина и следствие. И если мы прежде сделали что-то хорошо, пространство, Вселенная нам возвращает, пусть помощью других людей или удобным стечением обстоятельств, в виде помощи, сделанные нами прежде добрые дела. Если мы признаем ошибку, что, где-то мы, может быть, поторопились или что-то не учли, не увидели, но ошибка эта была допущена, тогда это нужно тоже как-то признать и нейтрализовать. Здесь должно быть все еще и оформлено по закону. Здесь какая-то история, которая сама по себе, как и с людьми, связана по судьбе, или с вашим статусом по судьбе. Она идет в каком-то новом ракурсе, и вам необходимо это пройти, все расставив по местам. Может быть, согласовать или какие-то документы подписать важно. Переходим к тому, что правосудие может означать, правда, у кого-то и суды, и необходимость завершить это дело или правильно продолжить пусть. У нас еще может продолжаться буквально как минимум, где-то теоретически к середине октября должно быть больше ясности, но определиться окончательно мы можем где-то в середине ноября. Но с учетом Урана в знаке зодиака Телец, еще до конца января какая-то ситуация может о себе напоминать или где-то пробуксовывая развиваться постепенно. А уже потом, где-то февраль-март, это будут набираться обороты. Примите вот такую дистанцию где-то во внимание, поэтому себя не ускоряйте. Тут планеты словно на нас влияют, как высшие силы, и мы тут что-то и не сможем ускорить. Но делать все по закону – это как задача номер раз. Здесь действительно что-то, то, что вам принадлежит, к вам и вернется. Это как ваши заслуги могут вернуться, признание в обществе к вам могут вернуться, или ваши добрые дела, или когда признают вас
эксперта или профессионала, вы можете даже стать популярными с учетом короля жезлов. И какие же возможности откроются? Ну, наверное, мне нечего добавить, карта мага. Все то, что я говорила, весь наш расклад. Все стихии в ваших руках. И поэтому вот эти 4 составляющие, важные вектора: дом, деньги, личная жизнь и ваши планы, работа, социум. Это все можно связать, сплести в какой-то прекрасный узор. Взаимодействовать с людьми придется. Давайте как карту совет откроем. Я так вижу, что какая-то ситуация из прошлого на самом деле вам возвращается. Это карта ностальгии. Так вот, как будто разберись с этим прошлым, что реально может быть продолжено, а что есть иллюзия. Или то, что служило, может быть, прежде твоему вдохновению, оно сейчас должно быть тоже продолжено. Здесь, если мы говорим о ностальгии по этой карте, мы можем ностальгировать и по своей мечте, или по тем планам, которые мы строили в молодости. И здесь у вас появляются новые возможности. Вы, может быть, как раз хотели, к примеру, вот с учетом карты шестерка мечей, работать из любой точки мира. И вы можете найти такую возможность, освоить такую специальность. И пусть вы где-то в октябре на первых начальных этапах, но успех у вас определенно будет. Для кого-то из вас личная жизнь, она тоже может заиграть новыми красками. И если мы говорим ваш социум о людях более надежных, ну, некоторую парадигму вы тоже тут измените. И если это касается дома, создать тот дом, как дом мечты, есть возможности. Нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.